Если я совершу суицид или что-то еще, мама, не верь, меня просто убили. Эти страшные слова передал своим родным политзаключенный Вадим Гурман на последнем свидании в Жодинской тюрьме. 21-летний житель Молодечно был осужден на 3,5 года колонии за участие в августовских протестах. При задержании его сильно били и распыляли газ в лицо. Пытки продолжились и в РУВД, где, по словам Вадима, ему угрожали изнасилованием и пытались снять штаны. Суд Молодеченского района вынес политический приговор по делу Гурмана в начале февраля, после чего парень находился в СИЗО до этапирования в колонию. Последний раз мама и невеста увиделись с ним 20 апреля. Именно тогда он произнес страшную фразу, которая заставила родных опасаться за его жизнь. После этого свидания они больше не видели Вадима и не знают, что с ним и где он находится. Предположительно, политзаключенного должны были перевести в Горецкую колонию, однако на запрос к замминистра МВД мать Вадима получила лишь сухой ответ: «Данной информацией не владеем, вас оповестят в письменном виде». Увы, такие ситуации уже давно стали обыденной практикой в противозаконной системе, стоящей на страже режима. На сегодняшний день уже 363 человека признаны политзаключенными, и многие из них сообщают о пытках и бесчеловечном отношении со стороны силовиков. В последнее время белорусские медики стали настоящей мишенью диктаторского режима. Только за последние несколько суток было задержано сразу 4 врача. Среди них невролог Александр Телега, которого задержали в Борисове и избили в своей же квартире и увезли в Гродненский СИЗО. Челюстно-лицевой хирург Андрей Любецкий, который является одним из лучших специалистов в стране, был задержан вчера утром, в его квартире прошел обыск. Местонахождение медика до сих пор неизвестно. Отметим, что неделю назад его жена, тоже врач с 4 детьми, была вынуждена покинуть страну, опасаясь преследования. В этот же день задержали стоматолога-хирурга Станислава Сапуна. Доктор вышел на улицу с ребенком и через пару минут вернулся домой с толпой неизвестных в гражданском. Отдал ребенка жене и его увезли. Сейчас он находится на Крестина. Причем до сих пор неизвестно, по какой статье все вышеперечисленные медики были задержаны. Большим мраком также покрыта история с задержанием сотрудницы 11-й поликлиники Минска, психологом Ольгой Бесединой. Известно, что специалист была задержана в районе Ангарской. Коллеги, друзья и знакомые обеспокоены судьбой Ольги, так как до сих пор неизвестно, где она находится. Удалось узнать лишь только, что 30 апреля у нее был суд. В доступных источниках информации о задержанных сведений об Ольге не нашли. Судя по всему, такими темпами медиков в стране скоро совсем не останется. Вчера по приказу Лукашенко более 80 силовиков были лишены званий за то, что помогали протестующим. Как водится в нашей стране, где иногда не до законов, закон об органах внутренних дел, в котором четко указано, что сотрудники МВД обязаны защищать свой народ, просто игнорируется. То работает другой нормативный акт, позволяющий так называемому президенту лишать милиционеров и военных их званий по собственному желанию. И такое намерение у него возникло после того, как достаточно большое количество силовиков решили, что честь мундира и просто людьми зваться для них важнее, чем быть красавцами-самодержца. В официальном сообщении провластных СМИ указано, как низко они пали в глазах системы, дискредитируя честь и достоинство военнослужащих, проявляя неуважение к государственным символам, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались от исполнения своих обязанностей. В отношении многих сотрудников, которые были лишены званий, возбуждены уголовные дела, в том числе за организацию актов терроризма. К сожалению, в нашей стране, где все перевернулось с ног на голову, самые достойные сидят в тюрьме и подвергаются страшным репрессиям, в то время как преступники мнят себя вершителями судеб и упиваются собственной безнаказанностью. Семья из Жодина опасается, что у них заберут приемного сына Руслана. Причиной этому стало недавнее задержание матери мальчика Инны Чижонок. Она была среди тех 25 задержанных, которые просто отдыхали в бане, но по какой-то причине к ним ворвались силовики. В итоге на всех составили протоколы по народной статье 24-23. Об изъятии ребенка первым узнал муж Инны, на работу к которому пришли органы опеки. Они заявили, что мальчика уже ищут новую семью и что нечего было шляться по митингам. Руслана усыновили в 3-летнем возрасте, сейчас ему 12. Он любит ходить в школьный тир, на волейбол, занимается футболом. Ребенок в курсе происходящего, он уже предупредил родителей, что убежит из любого места, если его заберут. Сейчас семья собирает свою защиту, подписи от знакомых.
Когда казалось, что силовики уже и так получили фактически безграничные полномочия, выяснилось, что полного контроля над финансами белорусов они еще не добились. И сейчас эта досадная оплошность оперативно решается с помощью нового законопроекта о противодействии мошенничеству в банковской системе. Он предусматривает очередное расширение прав МВД. На этот раз сотрудники милиции получают право по своему усмотрению блокировать счета граждан на 2 недели. Законотворцы режима видят эту процедуру так. Банк получает данные о платежах человека, если они кажутся подозрительными, информация об этом передается в органы. А те, в свою очередь, блокируют финансовый поток потенциальных экстремистов. Помимо этого, банки могут сливать милиции информацию о своих клиентах, если те включены в списки лиц, которых подозревают в совершении правонарушений. Так что, если вы все еще руководствуетесь советом знаменитого киногероя... Граждане, храните деньги в сберегательной кассе. То теперь лучше о нем забыть и вспомнить об инициативе Народного антикризисного управления «Банкомат Обменник Банк». Обнули все банковские счета и депозиты. В текущих реалиях это поможет вам сохранить нажитое непосильным трудом. Вслед за Гродненской областью, где режим решил ввести для водителей плату за пересечение государственной границы с 1 мая, платить также придется и направляющимся в сторону Украины через Гомельскую область. Очевидно, местные чиновники быстро сориентировались, что поток желающих покинуть родные пенаты только возрастает, и поспешили воспользоваться возможностью пополнить свои бюджеты за их счет. С 1 июня плата за выезд составит одну базовую величину или 29 рублей, что эквивалентно примерно 10 долларам. Отметим, что аналогичная система отъема денег, разработанная в Гродненской области, пока не заработала из-за бюрократических проволочек. Но есть и хорошая новость. Если простые белорусы пусть и платно, но все же могут выезжать из страны, то у силовиков такую возможность отняли их же работодатели. Об этом стало известно инициативе «Байпол», которая сообщает, что после ряда сливов служебной информации у милицейского начальства знатно подгорело. Выход из ситуации был найден классический – ограничить право на выезд для оперативных сотрудников. Безусловно, ни о каком соблюдении закона здесь речь не идет. Но чтобы хоть чем-то прикрыть заведомо непопулярное решение, которое может значительно сократить ряды красавцев, их решили назначить ответчиками по гражданским делам. Что ж, кажется, незаконная власть настолько увлеклась отпиливанием сука, на котором сидит, что даже не задумывается, каким резким и быстрым будет ее полет в бездну. И это все на сегодня. Не забывайте подписываться, ставить лайк и писать комментарии для продвижения этого видео. До встречи завтра и живе Беларусь!